Дамы и господа, леди и джентльмены, канал Благородных Сэров сегодня вещает в несколько необычном для себя жанре обзора на свежеоткрытую коробочку. Unboxing. Перед нами 4-е издание Warhammer Fantasy Roleplay. Настольная ролевая игра по вселенной Молот Войны. Фэнтези-версия. Эта вселенная была несправедливо закрыта Games Workshop, но это тема для отдельных дискуссий. Давайте посмотрим, что перед нами. Перед нами мы видим замечательную глянцевую коробку, которая несколько бликует на свету, но от этого не является менее прекрасной. Открываем. Коробка весит немногим более 1 килограмма. Итак, что мы видим здесь? Давайте для начала заглянем сюда. А здесь мы увидим, что крышка является одновременно экраном гейммастера. Великолепное решение. Затем идут кубики. Вот такие вот кубики. 2 10-гранных кубика. Очень интересно. 32. Отличный результат. Давайте посмотрим далее. Итак, достаем то, что перед нами. Ага. И здесь мы видим карту. Стилизованную, красивую, рельефную карту на обороте. Здесь мы можем увидеть, собственно говоря, кусочек провинции Рейкланд. Оно же курфюрство, оно же княжество. Жетоны. Насколько мне известно, жетоны обозначают преимущество в бою. Они здесь имеются, и их можно очень сочно повыдавливать. Давайте откроем. Ловким движением рук мы высвобождаем долгожданную игру от упаковки. Что мы здесь видим? Давайте по порядку. Первое, к нам в руки просится то, что лежит сзади. Это реклама. Реклама замечательной игры Warhammer Vermintide 2. Прохождение, стримы по этой игре вы можете найти у нас на канале. Эта реклама призывает нас данную игру скачать, естественно. Read this first. Здесь описание того, что в коробке, что такое Warhammer Fantasy Roleplay, и далее описание жетонов, игральных костей и всего. Затем идет гид по Убершрайку. Гид по Убершрайку — это путеводитель. В данной, оцените толщину данной книги. Как мы можем видеть, в ней 64 страницы, без учета заглавий и прочих вещей. Здесь находится, насколько я могу судить, описание города, включая его историю. Вот сразу же попали на историю. И очень много всего. Напоминаю, что это издание посвящено приключениям в городе Überschreik. The Adventure Book. Это книга правил. Она несколько менее толста, но гораздо более важна, потому что здесь изложены основы. Книга правил. Далее мы видим карту. Карту города, плюс пригород. Здесь мы можем видеть замечательное деление города на улицы и районы. Это поможет нам и вам в приключениях по этому городу. На обороте мы видим, собственно говоря, деление на графство. Вот такое вот административно-территориальное деление. Тоже помогает в приключениях. Плюс геральдика. Далее идет уже топографическая карта, в которой
несколько более детализированы районы и подписано, что где находится. Река Тойфель и все районы, пригород. В общем, очень удобно, если вы хотите сделать ваше приключение географически безупречным. Далее идет краткая брошюра, в которой излагается вступление, представление Бершека и империи. The Glorious Empire, The Reichland, Enemies и так далее. На обороте мы видим лист состояний. Далее мы видим лист характеристик и навыков с описанием их. Здесь же мы видим тесты, то есть проверки. То есть кидаем и получаем результат. Стоит уделить внимание, что вот она, собственно говоря, вот она вся мякотка, она здесь сосредоточена. Результат. И как бросать кубики. В общем, смотрите. Здесь мы видим листок ранений. Очень важно. Описание ранений и повреждений. А здесь мы наблюдаем описание хода боя. Благодаря этому мы можем правильно определить, что происходит с нашими персонажами в бою. Затем идут несколько листков. Handouts — это, я так понимаю, помощь для гейммастера. То, что фигурирует в историях, слухи, события и описание предметов, которые можно купить, и сколько это все счастье стоит в внутриигровой валюте. И, наконец, готовые персонажи. Здесь мы наблюдаем Эльза Зиглобен, охотница на ведьм. Давайте посмотрим, что внутри. Описание персонажа. Персонаж готов к использованию. Берем и играем. Или же смотрим, используем как пример. Что приятно. Далее нас ждут другие персонажи. Амрис Эмберфелл. Светлый эльф-торговец. Фердинанд Грубер. Почти что однофамилец Марка Крубера. Аметистовый маг. Здесь мы видим Мореллу Брендиснеп. Половинчика, хафлинг, хоббит, полурослик, называйте как хотите. Полурослик вор. Гуннар Хролфсон. Несколько более крупный персонаж является у нас истребителем. Dwarf Slayer. Гном-истребитель. Ну или дворф, как вам будет угодно. И Салундра фон Дракенбург. Это человек-солдат. Вот то, что находится внутри. Крайне рекомендуем тем, кому не очень комфортно это все читать и понимать по-английски. Я рекомендую дождаться выхода этой игры от студии 101. Студия 101 занимается локализацией настольных ролевых игр, поэтому дожидайтесь вместе с нами. А мы пока продолжим исследовать это. Рекомендую подписаться на наш канал, потому что на нем будут стримы с учетом всех нюансов, изложенных вот здесь. То есть стримы по настолкам. Ох, это будет интересно. Всем спасибо за просмотр. С вами канал Благородных Сэров и сэр Валинард. Сегодня в роли рук в черных перчатках. Всем до новых встреч у нас на стримах. Подписывайтесь.